меня зовут Катя, вы на моем канале. И свое утро мы начинаем в кемпинге Южный, который находится в станице Голубицкой. Сегодня 31 августа. Но, во-первых, нас порадовало, что не так много машин. Чуть позже мы с вами сходим, будем смотреть море. Вот. А вообще мы голодные. В кемпинге мы всего на один день, поэтому мы плитку с собой брать не стали. Она у нас, кстати, есть. Мы, как всегда, поехали с инвертором. Здесь у нас кипятится чайник, и мы будем заваривать доширак. Мы, в принципе, 2 дня нормально питались в столовых. Сегодня утро решили позавтракать так. В 2 часа у нас будет заселение, поэтому к 2 часам мы погоним в Витязево. Плюс еще нам нужно будет заехать в какой-нибудь торговый центр, потому что мы забыли шляпы, нужно будет купить либо кепки, либо какие-то другие головные уборы. Часов. Мы находимся в Витязево, поставили машину на платную парковку недалеко от моря и пойдем сейчас просто погуляем. Если нам заселяться раньше 2 часов, нам там нужно будет доплачивать. Косынка минус 100 рублей из кошелька и плюс 100 к защите от солнца. Ну и так как мы, как оказалось, запарковались недалеко у моря, мы сходим и посмотрим на него. Проехали всего 50 километров из станицы Голубицкой с Азовского на Черное море. И вот такая разница. Здесь шторма нет на Черном, все спокойно. Кайф. Водичка теплая, да? Вообще класс. Ну, народу, ну, по сравнению с тем, что может быть еще больше, это и не особо много. Ну, пойдем. Песок уходит с пляжа. На самом деле тут вот дорога и песок вот так вот сметает. Люди разносят. По стоимости получилось на 375. Здесь у нас комплексный обед номер 2, борщ, тефтеля с макароной, компот и хлеб на 150 рублей. И здесь у нас идет куриное филе в белом соусе с пюре
и котлетка по-киевски. Цены на столовую Екатерина. Находится она на переулке Цветочный, 3, в здании гостиницы Екатерина. 40 рублей стоит 0,5 кваса. Это все около той же Екатерины. Находится булочка с квасом на углу. Решили заехать помыть машину перед тем, как вставать на стоянку в гостевом доме. 400 рублей стоит мойка. Конечно, не дешево, но что поделать, в отпуске можем себе позволить. Находится эта мойка на улице Строительной. Первый день пребывания нашего в Витязево должен закончиться тем, что мы пойдем отмечать Лёшкин день рождения. Да, так совпало, что у Алексея у нас сегодня день рождения. Какой у него возраст, да, мы не будем раскрывать секретов. Но это событие нужно отметить. Мы идем на главную аллею поселка Витязево, на Паралию. И там будем смотреть, где можно покушать шашлык и хорошо посидеть, отдохнуть. Кстати, мы тут зашли в магазин «Магнит» и остались в некотором шоке от цен. В том плане, что если, например, сравнивать с Крымом, то цены здесь менее приятные в магазинах «Магнит», чем в Крыму в магазине «Пут» в сетевом. Цены задраны. Разница где-то порядка, наверное, рублей 15-20 с нашими екатеринбургскими ценами. Акции, конечно, тоже есть, но не на все товары повседневного спроса, не на все продукты. Мы живем на Черноморской 129, и рядом с нами в магазинах практически вообще ничего нет. То есть мы зашли, и в магазине в «Магните» не было вообще практически никаких продуктов первой необходимости, ни продуктов питания, ни продуктов гигиены, то есть элементарно даже туалетной бумаги там не было, которая, вот, знаете, такая стандартная, без наворотов, как выразиться. То есть там был представлен только ассортимент дорогой, который остался, там Зева по... Сколько она? 130, 150 с лишним 200. рублей. 200 с лишним рублей Зева. И полотенца бумажные по дешевке. Продукты такие недорогие, пиво. Все это сметается с пола прям вот мгновенно. Там только так, знаете, успевают их выставлять. Поэтому мы подумали, скорее всего, будем закупаться, ездить в какие-то другие магазины, подальше от прибрежной зоны. Солнце, пляж, коктейли, пальмы и курортные романы. Все готовы, кто со мною? Вы куда хотите? Море, 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 море. Очень много где готовят шашлык, очень много кафе, прямо глаза разбегаются. Сейчас подумаем, куда пойти. Туда ни в чем я не винил, сама себя я отпустил. Любовь голубым накрыл, кружилась где-то выше неба. Жаль, что поздно.